Всем привет! Сегодня распакуем вот такой пакет. Это приехал розыгрыш. То есть я выиграл у ребят приз. Сейчас посмотрим, что это за приз. Розыгрыш был в Инстаграме. Я позже покажу, у кого в Инстаграме это был розыгрыш. Вот. И, собственно, что мне прислали, мы сейчас это все посмотрим. Вот. Также я покажу, чем ребята занимаются вообще. Ну, то есть, все увидите. Итак, мы это все дело сейчас открываем. Посылка приехала из Самары. Здесь у нас третье место вот я занял в розыгрыше. И здесь у нас, по идее, должны быть раз, два, три. И здесь у нас вот такие вот экономайзеры. Это непосредственно, по заказу ребята отправили для 2000 Fuego LT. Так как у меня пока эта катушка в наличии, для которой мне нужен экономайзер. Вот, и у них это все дело вот так выглядит. То есть они этим занимаются профессионально, на любые катушки делают, Daiwa, Shimano. Вот, и если у вас какая-то катушка есть и нужен экономайзер, то вы можете замерить шпулю и проконсультироваться с ребятами или отправить им шпулю, чтобы они уже на месте это все померили. Экономайзер ставится на шпулю, я думаю, все вы это знаете, пользовались или планируете этим пользоваться. И таким образом вы сэкономите плетенку лишнюю, не надо мотать. Вот, особенно если вы не пользуетесь дальним забросом и вам нужно, в пределах 50 метров намотать, а шпуля вмещает 150. То есть это я думаю, что на выход из положения. И второй подарок у нас. Здесь должны быть блесна. Они тоже были уже участвовали в розыгрыше. Блесна выглядит вот так. Раз и два. То есть два варианта блесен. Такой вот бренд. Так вот выглядит. Не знаю, хорошие, плохие. Сам факт выигрыша очень приятен. Ребятам, собственно, спасибо. Буду еще участвовать. Надеюсь, еще повезет. У меня есть еще FS 2000, по-моему, если я не ошибаюсь. Китайская катушка. Вот там тоже нужен экономайзер. И я попробую это все дело замерить и им отправлю. И посмотрим, что из этого получится. А эти экономайзеры я попозже попробую поставить на катушку. И уже вам там покажу, как они вообще встали на мою катушку. А сейчас перейдем в Инстаграм. И я вам покажу, в какой группе все это дело происходило. Сейчас я с телефона поставлю запись экрана. Вот. Итак, мы заходим в переписку. И вот она, эта группа, собственно, на месте. Тут вот я с ними переписывался. Здесь можно перейти к ним непосредственно на аккаунт. И здесь у них есть всякие примеры непосредственно этих экономайзеров. У них есть свой сайт. Сами они находятся в Самаре. И здесь они выкладывают их всякие работы. То есть это вот непосредственно видео с розыгрыша. Вот. Так что кому нужно, подписывайтесь. Вот, пожалуйста, на стелы, на любые, в принципе, катушки Shimano, Daiwa и другие любые, я думаю, они тоже смогут сделать. То есть, если глубокая шпуля и нужно экономайзер, то без проблем можно к ним обращаться. Вот. Также можно написать в директ или с сайта непосредственно у них. Вот. Электронное письмо можно или позвонить даже. Вот. Также есть у них сайт. Сейчас перейдем на сайт.
Вот, пожалуйста, сайт ООО «Композит» называется. Шпуля станет как новенькая. Выбрать товар можно здесь у них. Вот, пожалуйста, от 400 рублей на Daiwa Exceller 1000D LT. Вот, то есть у вас будет вместо глубокой шпули мелкая. И, собственно, вам нужно будет меньше плетенки. Вот Shimano, Daiwa, Ryobi можно сделать. Здесь есть видео у них, доставка есть. То есть способы оплаты описываются. И здесь Композит, короче, все дела, в общем-то, адрес, электронная почта. Вот. Собственно, вот такая вот группа, вот такой розыгрыш. Ребятам спасибо. Поучаствовал, вообще не надеялся выиграть, но вот видите, повезло, 3-е место я занял. Там были еще 2 других места, то есть, но, к сожалению, мне досталось 3-е. Вот, ну, а когда я намотаю или буду менять плетенку и буду ставить экономайзер, я тоже запишу коротко и уже вставлю в это видео, вам как бы покажу, что вообще получилось и как становится на, собственно, мою шпулю эти экономайзеры. Ну, буду наматывать, дополню это видео, не переключаемся. Ну что, ребят, смотал я, в общем-то, с катушки плетенку вместе с бэкингом, да. Перемотал я ее на Эксию. Вот у меня есть Эксия 2000 с мелкой шпулей. Вот сюда я ее намотал пока временно. И сейчас я поставлю экономайзер и уже без бэкинга попробую намотать уже сюда. И что у меня из этого получится. Итак, вот наша шпуля. И возьмем там, не знаю, любой этот экономайзер. Посмотрим вообще, как он сядет. Никогда ими не пользовался. Вообще хотел заказывать экономайзер откуда-нибудь там, где найду, да, ну, с Алика вообще думал, потому что там есть на них экономайзеры. Вот так вот он садится. И, как говорится, все, он даже тут не крутится. То есть зажимается нормально. И здесь, в принципе, это уже практически не остается места. Это варианты SS. Вот я померил, да. Сейчас померяем еще другой вариант. То есть мне получается, ребята, здесь 3 варианта отправили. Это вот обычные, как бы не SS и не S. Здесь уже побольше бордюр. То есть бортик дальше и, соответственно, побольше уже можно намотать. Вообще они так плотно садятся, чтобы снять или провернуть, нужно приложить так нормально усилий. А это 3S. То есть здесь вообще намотка будет прям мало-мало. Ну, этой катушкой я пользуюсь в основном на платников. Ловлю ей форель и какую-нибудь там, не знаю, мелкие блесенки. Вот, поэтому здесь я думаю, что ES-ку можно будет поставить. Вот, и проблем, как говорится, не будет. Вот. И заброс будет нормальный. И плетенки надо будет немного. SS-ка уже прям совсем под борт намотана, видите, уже практически некуда мотать. В общем, я оставлю вот эту черную, вот, это безо всяких аббревиатур, обычный экономайзер. Вот, а S-ку и SS-ку я пока оставлю на запас. И попробую сюда сейчас намотаю то, что там осталось.
Надеюсь, что мне хватит до борта остатки той плетенки. И посмотрим, что из этого получилось. А так он сидит плотно, не крутится, не вертится, то есть садится непосредственно в этот канал, вот, и все нормально. Как бы до этого я эти экономайзеры держал только в магазине, ну а теперь у меня катушка с экономайзером, и мне не придется мучиться с этими бэкингами, перематывать их туда-сюда. Вот, это, я думаю, что отличный вариант, то есть как бы за 400 рублей, в принципе, вполне годно, всяк лучше, чем откуда там, не знаю, с Японии заказываете там по 1500, по 2-3 тысячи эти экономайзеры. Вот. Я не думаю, что они там какие-то супер надежные и лучшие. Вот. Это вот вариант как бы вполне отличный. Вот. Ну что, пойду мотать и посмотрим уже, что у меня из этого выйдет. Ну что, ребят, в общем-то я все перемотал. Вот. Все-таки остановился я на обычной, ну то есть на обычном экономайзере, а SS и 3S я пока оставлю, вот, так как здесь вот и я смотал все, что было, да, на той как бы глубокой шпуле, и у меня здесь получилось прямо практически под борт. Ну не практически, а под борт. То есть еще несколько рыбалок я могу даже отрезать по несколько метров. Вот. И в принципе я даже, наверное, этот сезон, если у меня получится съездить на рыбалку, то я за глаза отловлю. Плетенку эту не жалко, покупал я ее что-то задешево, это Айма, по-моему, то есть там что-то она рублей 600 что ли стоила, не помню даже. Вот. Поэтому как бы ее не особо жалко, она из, как говорится, недорогих. Вот. Но экономайзер мне однозначно зашел. Вот, буду пользоваться, и даже отлично. Сейчас можно, купил, допустим, там, не знаю, 100 метров, замотал, какой экономайзер тебе надо, и без проблем. Не нужен этот бэкинг, там сматывать, заматывать, вымерять. Вот, и как бы с экономайзером получается намного удобнее. Вот. Так что как-то вот так поделился вам своим розыгрышем, что мне приехало. Вот, сейчас буду прощаться. Подписывайтесь, не забывайте про лайк. Всем удачи, всем пока.